Ну что, в Украине заблокировали HDRIS, Cookie-No-Go и тому подобные сервисы, конечно же пиратские, с каких-то там сайтов с какой-то рекламой. Но видео вообще не об этом, хотя меня многие на стриме ругали, на украиноязычном, о том, что вот это ты виноват. В чем я виноват, вообще не понял, но суть-то дела. Сегодня мы с вами посмотрим, что же теперь смотреть в Украине. Это если вы не готовы продолжать свою, скажем так, деятельность флибустьера, где смотреть и во сколько это обойдется простому украинцу просмотр, например, каких-то современных фильмов, потому что основная была жалоба, это даже, первое, это было деньги, что нужно платить, и действительно там привыкать платить нужно, потому что все-таки движемся в Европу, а платить за контент нужно. И второе, это что нет каких-то современных фильмов. Сегодня посмотрим, сколько примерно стоят современные фильмы, и есть ли они в современных украинских медиасервисах, вот этих вот потоковых стриминговых сервисах, которые есть в Google Play Store. На канале Технозон, поехали! Мы на главном экране моего ТВ-бокса, это Xiaomi Mi Box S, это второй ревизии, очень прикольная штука, пользуюсь им постоянно, и вы видите здесь у меня огромное количество каких-то стриминговых сервисов, Kyivstar, Megogo, Sweet, Lanet, Netflix, еще там у меня Apple TV, и, кстати, есть еще Google Play фильмы где-то. Но в Google TV они сейчас не вынесены, а конкретно сделаны именно в самом интерфейсе. Сейчас покажу, что я имею в виду. Во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Во-вторых, ссылки на эти стриминговые сервисы лежат в описании под видео. Но не в этом суть. Мы сейчас с вами просто-напросто посмотрим. Если говорить о каких-то современных фильмах, то нужно понимать, что же есть на последний момент. Из последнего, то, что мы сейчас знаем, это OpenGamer. Это вот 14-го, сейчас на момент съемки этого видео, 14-го выйдет Создатель. Есть Гран Туризма и тому подобные фильмы. Если они, кстати, на украинском языке, тоже надо проверять. Во-первых, то, что касаемо, допустим, начнем с сервиса Megogo. Сейчас многие скажут, что мне заплатили, мне там что-то еще там занесли. Вообще полный бред, потому что я сейчас буду вообще продвигать вам Google Play фильмы. Вот, пожалуйста, у нас есть каталог, есть телеканалы, фильмы, но это не обзор самого сервиса. Меня интересуют конкретно фильмы. Из фильмов, если я захожу в раздел фильмовый, я сразу вижу какие-то эксклюзивчики. Джон Уик, действительно недавняя, скажем так, выход. Вышел он достаточно недавно, и в хорошем качестве, в более-менее хорошем Full HD мы можем его посмотреть здесь. А что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть его по подписке. Ну, хорошо, с украинским и английским. Джон Уик есть. Призраки в Венеции, покупка. Теперь, если говорить про подписку, именно что не нужно платить, то новое в подписке это у нас далеко не самые лучшие фильмы. Top Gun Maverick уже достаточно давний фильм, но если проходит время и у вас есть терпение, то по подписке вы их все равно все увидите в конечном итоге. «Смерть на Ниле» достаточно свежий фильм, Top Gun Maverick, Великий уравнитель первый, это подобавляли его уже, знаете, там Шерлок Холмсы, Аквамены, Гемини, это все относительно старые фильмы уже, допустим, предыдущих годов, «Чудо-женщина», хотя, допустим, если вы там не сильно большой фанат фильма, вы там не стремитесь следить за последними новинками, то, конечно же, в принципе, это все устраивает. «Веном 2» есть, «Люди в черном», International, «Форд» и «Феррари», «Прибытие». Короче, это все фильмы, которые можно смотреть, в принципе, по подписке. Вообще не вопрос. Я так понимаю, что новые фильмы, если вот совсем новинки, то нам придется покупать. И это мы будем искать с вами в разделе «Премьеры». Что же у нас есть в разделе «Премьеры» и сколько это обойдется простому украинскому обывателю? «Призраки Венеции» пропускаем, вот что-то такое топовое. «Миссия невыполнима» у нас будет нам стоить первая часть на прокат в HD 79 гривен на 2 дня. Чтобы вы понимали, 79 гривен это 2 чашки кофе. На семью вполне нормально. Не знаю, кто как к этому относится, но меня начинает задалбывать искать где-то в хорошем качестве. Особенно если я смотрю, допустим, в приложении на LG на своем, вот в Megogo, то он еще и апскейлит нормально, поэтому на 4К телеке смотрится очень даже неплохо. Так, это я все там пернатый патруль меня не волнует. «Синий жук» есть, допустим, тоже из последнего, он сейчас в кинотеатрах был только недавно. Full HD пока что, и посмотрим на прокат, ничего себе, 189 гривен, уже ощутимо.
уже ощутимо. Мы же с вами сегодня просто обговариваем и смотрим, сколько это обойдется простому обывателю. Ведь блокировка — это дело не шуточное. Есть Барби. Кто Барби смотрел? Напишите в комментах. У меня есть подписчики, которые смотрели Барби. Вот Барби, за это еще заплатить за Барби 79 гривен на прокат или купить. Кто хочет купить себе Барби? Напишите, я хочу себе Барби, я вам подарю. Я не обещаю, что всем, но одному точно. Я, честно говоря, Барби здесь есть, хорошо. Что у нас есть еще? Индиана Джонс. А новый, что ли? Да, Индиана Джонс и часы судьбы. 23-й год. Интересно, сколько? То есть, получается, можно купить, его только можно купить 189 гривен. Если, в принципе, смотрите, вы с друзьями там делите Мегуго, если вы с друзьями делите Мегуго, получается, что если там 5 устройств, и вы разделили подписку на 5, и потом на 5 скинулись, и в 5 посмотрели этот фильм, то 189 гривен на 5, извините меня, это меньше чашки кофе. Тем более, в наше-то время. Мех 2 только в кинотеатрах был недавно, 149 гривен минимально, есть на украинском, его только можно купить. Смотрим дальше, у нас есть Трансформеры, Восхождение звероботов. Его мы сможем посмотреть на прокат в 79 гривен или приобрести за 149. Что еще из новинок есть? Кстати, здесь есть у нас Аватар 2. Вот давайте по Аватару 2 еще ориентироваться. В общем-то, я делаю вывод по новинкам, что в Мегуго все новинки практически есть. Вы сами можете зайти посмотреть, но они практически покупные. Что касаемо первой половины 2023 года, то я буду ориентироваться по Аватару 2. А вот, кстати, Аватар Путь воды есть. Аватар Путь воды в подписке Full HD. США 3 часа 4 минуты можно смотреть. Есть в украинском, русском, английском, болгарском, венгерском, грузинском. Короче, есть огромное количество различных моментов. А вот первый Аватар, покупка. Хитро сделали гады. Ну ладно, хорошо. Вот, допустим, в Мегуго все новинки есть. Если вот мне хочется сейчас сравнить с другими стриминговыми сервисами, давайте, например, там Kyivstar TV. Я пользуюсь еще Kyivstar TV. Я здесь уже смотрел. Здесь мы в Kyivstar TV просто выбираем по фильтрам категорию там год 2023. Я не буду 22 выбирать, мне интересно 23. Здесь мы сразу видим, вроде бы как есть творец, честно скажу, творца здесь нет. Они здесь в категорию доступно разместили огромное количество трейлеров. Те же самые трансформеры, часть роботов у нас недоступна, не только в трейлере, хотя в Мегуго они уже есть. Потом из таких новинок, Синий Жук есть в покупке, и обойдется Синий Жук здесь дороже, чем в Мегуго, чтобы вы понимали. Смотрите, на прокат в HD якости там 129 гривен. Ну давайте вернемся в Мегуго, мне аж стало интересно. Сейчас мы посмотрим. Синий Жук. А вот здесь нам он обойдется только в покупку. Нет, здесь вообще дороже получается, 189 гривен. Синий Жук нам обойдется немножечко дешевле на прокат. Но купить его можно примерно по такой же цене. Даже вот в HD качестве он будет дороже. То есть имеем, что имеем. В Kyivstar дороже. И, кстати, знаете, что самое интересное? Здесь меньше новинок. Не все у Барби. А ну сколько Барби стоит? Барби на прокат 49 гривен, 59 в HD и купить. А вы знаете, я так понимаю, что цены везде примерно одинаковые. Интересное кино, но очень много всего в трейлерах. Ну вот, давайте я творец выберу. Здесь у нас трейлер, смотрите. Здесь у нас трейлер, 2 минуты 20 секунд. Это трейлер, хорошо. Если трансформеры, есть они? Не говорите, что они здесь в подписке. Нет, они здесь тоже в трейлере. Вот такая вот фигня. То есть, нет, в Kyivstar TV, я вам честно, вот в Kyivstar TV я понимаю, что нет здесь нормального контента в том плане такого, как есть в Мегуго. Цены приблизительно одинаковые, но есть моменты того, что здесь не такая полная коллекция, хотя
приблизительно везде одно и то же. Тот же самый Индиана Джонс примерно по той же самой цене. Прокат 59, купить 159. Не сильно различаются цены, и мы уже для себя сформировываем, что какой-то топ-фильм будет стоить около 200 гривен, 189, там 179. Какой-то середнячок будет стоить именно купить. Какой-то середнячок будет там 149. А на прокат от 59, вернее от 49 до 79 гривен можно найти. То есть это на 2 дня вы берете на прокат в HD качестве и смотреть. Можно ли смотреть 4К? Думаю, можно, но только те фильмы, которые дают 4К, потому что 4К лицензию тоже нужно покупать, они будут стоить дороже. Свит ТВ. Сразу иду в раздел фильмы. Меня не интересует телевидение, меня интересуют последние фильмы. Кстати, по сериалам тоже. «Миссия невозможна», часть первая тоже есть. Смотрим, от 49 гривен, покупка 129, аренда 49,50. Слушайте, так везде цены одинаковые. Я так понимаю, что сами правообладатели просто-напросто дают, устанавливают цену. Ну, это «Пираты Карибского моря», это «Операция Колибри». Знаете, что мне интересно? Все фильмы. Мне интересно год. Выберем 23-й, есть 23-й. И применить фильтр. Смотрим, что у нас есть. 23-й, а тут что-то я как-то вот... Ага, вот Гран Туризмо есть, хорошо. Сколько Гран Туризмо обойдется? Да, нормально. Гран Туризмо нам обойдется Full HD 129 гривен. Я к чему сейчас подведу, потому что сейчас мы посмотрим, где можно еще смотреть. Шазам, как-то я что-то не понял. Это же 23-й точно год? Какой или это вторая часть? Это вторая часть. Синий жук. Смотрим, Синий жук. Можно купить за 129 гривен. Ну, плюс-минус везде одинаково. Плюс-минус везде одинаково. Индиана Джонс 129 гривен Full HD. Теперь Подземелье драконов. Мне интересно, слушайте, а здесь вообще мало фильмов. Насколько я любил раньше Свит ТВ, но вот очень мало. Сейчас мы попробуем найти Аватар 2. Все-таки мне интересно, он есть или нет. Сейчас. Аватар. Раскошелились или нет? А здесь нужно покупать. Вот так вот. И знаете что? Великий уравнитель 3. Вот, как они назвали его, Праведник 3. Его тоже здесь нужно покупать. И Аватар 2 здесь тоже нужно покупать, либо брать на прокат. А в Мегуго он входит в подписку. Цены приблизительно одинаковые. Я последнее время, знаете, если покупать контент, то я подсел далеко не на вот эти вот стриминговые сервисы. Если уже говорим о покупке, я подсел на Google TV. Помните, я когда-то рассказывал, кто смотрел, там у меня были про мои, я ванговал, что будет, рассказывал, что будет с Google TV. Так вот, с Google TV оно и произошло то, что я говорил. Смотрите, например, Великий уравнитель 3. То есть, если я сейчас зайду, этот фильм, я могу его здесь купить. Я могу его здесь купить конкретно за 401 гривну в HD SD. Это не самая лучшая покупка за такие деньги. При этом, смотрите, здесь мы видим только лишь русскую дорожку. Другого нет. И качество HD. Но если мы посмотрим на другие фильмы, сейчас мы посмотрим, не такие новые. Здесь только русская дорожка. И, кстати, стоит она здесь на прокат 38 гривен в HD качестве, Full HD. Так, что у нас тут еще из новинок есть? Давайте Гран Туризмо посмотрим. Кстати, видели, вот как интеграция, кстати, в Google TV идет, вот этого Google Play фильмов, то есть ты реально можешь составлять себе список просмотра. Все, ты составил себе список просмотра, ты можешь покупать. Да, к сожалению, все идет к этому. Гран Туризмо. Я же сейчас не говорю о том, что как смотреть нелегально. Я говорю, и мы сейчас выясняем, во сколько нам обойдется легальный просмотр. Давайте в список просмотра закинем. А вот теперь мы смотрим, что у нас Гран Туризмо предлагает. Есть у нас украинская дорожка, на секундочку, и мы можем его взять на прокат за 147 гривен. Да, здесь дороже Гран Туризмо, то есть в наших сервисах это дороже. Я просто здесь находил фильмы, последние фильмы, которые я покупал, это в 4К в Dolby Vision. Сейчас покажу. Google Play Store.
Я не знаю, вообще выбор смотреть пиратский контент или не смотреть пиратский контент, это дело каждого. Но я думаю, что все-таки, вот я вангую, что будет дальше. Дальше будет очень интересно. Начнется такая же борьба с торрент-раздачами, как в Европе, где есть бешеные штрафы за торрент-раздачу. А вон они, Google Play фильмы. Сейчас мы пойдем. В Google TV, к сожалению, его опять же спрятали, потому что его интегрировали полностью в интерфейс. Здесь можно вот посмотреть более детальную информацию. Есть украинская 5.1 дорожка, это, кстати, Гран Туризмо я смотрел. И здесь, кстати, смотрите, взять на прокат стоит дешевле. Ха-ха-ха, прикиньте, дешевле, чем в интерфейсе Google TV. Вот это ситуация, вот это прикольно, смотрите. Еще и с аудиодескрипция есть. А теперь смотрим, что здесь есть. Эквалайзер 3. Можно купить от 244 гривен. На прокат нельзя, есть только русский 5.1. Что у нас еще тут есть? Русский, украинская есть. Аудиодескрипция, португальский. Ну нет, к сожалению. А ну, синий жук. Синий жук, вот это интересно. Вы можете купить его, взять на прокат. Вот почему я в Google Play фильмах сейчас больше тусую, если там что-то хочу купить в оригинальном качестве, то взять на прокат 4К за 149 гривен в 4К HDR. Ну, правда, русская, украинской дорожки нет, русская 5.1 дорожка. И вот я взял его 4К, посмотрел на 4К телевизоре в оригинальном качестве стриминговом, и все. И все здесь, да, здесь моя виза, я уже пользовался, допустим. То есть и в 4К он у меня появится прямо в интерфейсе в списке просмотра. То есть это прям вообще классно. Это еще не все, подождите. Ну, сейчас у меня отключен Dolby Vision просто-напросто. А ну смотрим. Здесь тоже 4К HDR, путь воды. Его можно взять, допустим, купить за 159 гривен. В 4К. 4К за 169 гривен это дешевле, чем диск. И это оригинальное качество 4К HDR. Ну, нужно подключить к Dolby Vision телевизору для того, чтобы появился Dolby Vision. То есть здесь у меня сейчас будет показывать везде, ну это у нас в обыкновенном качестве идет. Нужно подключить, чтобы он был везде, чтобы появился именно Dolby Vision. Кстати, взять на прокат 94 гривны Top Gun Maverick. Ну, правда, качество не самое топовое. А ну, Хранители Галактики. На прокат 60 HD, купить у нас только в HD. Ну, тут надо выбирать, конечно, надо выбирать. Гарри Поттер. Взять на прокат за 54. О, Dolby Vision, то, что я говорил. Вот здесь, кстати, Гарри Поттера, ну, извините меня, мне не жалко отдать 50 гривен за то, чтобы посмотреть с ребенком Гарри Поттера в Dolby Vision в 4К с оригинальным качеством. Да ну, еще и с дорожкой 5.1. Ребят, о чем мы говорим? О чем? Еще и украинская есть дорожка 5.1. Гарри Поттер. Вот меня спрашивают, украинский где? Гарри Поттер в украинской 5.1 дорожке за 50 гривен. Вы мне скажете, что это дорого? Да ну не смешите меня, это просто-напросто какой-то нонсенс. Поэтому я советую, кстати, посмотреть в Google Play фильмах. Сейчас появилось огромное количество, кстати, я себе закину. Есть огромное количество фильмов, которые уже на текущий момент появляются прям вот в хорошем качестве, по хорошим ценам, еще и ну, то есть это оригинальное качество. Ну, кстати, вот видите, как-то вот Google интерфейс, это не тот Google интерфейс. Тот Google интерфейс, который в Европе, он там более интересен, и там конкретно есть интеграция. Поэтому здесь вот хотелось бы, чтобы было чуть по-другому. Здесь не та интеграция немного. Но, в принципе, смотрите или нет, пиратская выбор за вами. Я вам рассказал, во сколько вам обойдется в среднем покупка фильма или взятие на прокат на различных стриминговых сервисах. Уже решать вам. Но то, что современные фильмы, которые новые абсолютно, в качестве взять и посмотреть можно, это факт. Не все, но уже многие все-таки появляются. Чисто информационное видео для вас. Рассчитывайте, как хотите, расценивайте. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.